Всем привет! Сегодня на обзоре у нас очередная камера с AliExpress, камера видеонаблюдения, которая имеет два объектива, неподвижный и подвижный. Приехала вот так вот упакована. В комплекте была карта памяти на 128 гигабайт и модель нашей камеры A20H. 10 мегапикселей, вилочка европейского стандарта. И работает от напряжения 12 вольт 2 ампера. Ну, вы сами понимаете, 10 мегапикселей китайских на две камеры. Мы должны поделить 10 на 2 и получаем на каждую камеру по 5 мегапикселей. Друзья, не знаю, как эти мегапиксели проверяются, правда, неправда, но забегая вперед, хочу сказать, что камера, в принципе, мне понравилась. За исключением там буквально, может быть, одного ее косяка, о котором я вам расскажу позже, когда мы будем тестировать и смотреть съемку дневную и ночную. Итак, вот такой вот комплектик, футляр для карты памяти, монтажный комплект саморезиков, герметичная муфта на тот случай, если вы данную камеру захотите подключить по проводу. Блок питания 12 вольт 2 ампера, вот с такими вот, как я всегда говорю, обрубками. Дорогие китайцы, положите вы сюда метр кабеля и включите этот метр в цену камеры. Я думаю, все только будут благодарны. Это будет сущие копейки стоить. Ну и вот так наша камера была упакована. Друзья, была еще инструкция. Я с этой инструкцией куда-то бегал, и я не могу ее найти. Инструкция была на двух языках, на китайском и английском. В принципе, все там понятно, что и как делать. Точно так же, в принципе, как и с программой IC. Регистрация простая, подключение еще проще. Вот, видите, было упаковано в такой вот куб из вспененного полиэтилена. Ну и все это дело похоже, как говорится, на мячик, как я говорю, хоть играй в футбол. На проводе мы имеем разъем питания, ну и, соответственно, разъем под интернет-кабель RJ45. Камера имеет следующий вид и следующие габариты. Вот моя ладошка, вот такая малышка. Полностью в черном цвете, ну хотя не совсем черный, видите, шапка у нее серая, а сама камера подвижная, черная. Кронштейн камеры, подвес мы можем прикрутить как к потолку, видите, на два самореза, так и к стене тоже на два саморезика. Камера относительно своего кронштейна поворачивается на 180 градусов. То есть куда хотим и как хотим мы ее можем подключить и поставить. Имеется две такие туговатые антенки. Камеру не разбирал, не знаю, подключены ли, друзья, две антенны, либо подключена одна, как всегда, в качестве дополнения и обманки. Ну и опять же, имеется два объектива, то есть объектив неподвижной камеры, объектив подвижной камеры. Камера у нас вращается на 270 градусов. Вот, ну и вверх-вниз на 90 градусов. Камера может смотреть под себя. Значит, что мы видим на верхней панели? Сам объектив плюс 4 светодиода, они же инфракрасные, они же яркие прожекторы. На данной камере у нас есть датчик освещенности, микрофончик, вот отверстие микрофончик, сам объектив и 10 светодиодов. Они же прожекторы, они же инфракрасные светодиоды. На задней стороне камеры мы имеем не особо громкий, но и не особо тихий динамик. Ну и здесь, как всегда, резиновая заглушка очень плотно держится и, я бы сказал, будет она герметичная. Имеется кнопка сброса к заводским настройкам, ну и мной предустановлена карта памяти на 128 гигабайт. Друзья, перед первым включением камеры обязательно сбрасываем камеру к заводским настройкам. Нажимаем кнопочку и держим от 3 до 5 секунд. Вот эту вот данную кнопочку. Не забываем, иначе у вас подключиться не получится. Так, по камере вроде бы все рассказал. Внешний вид описал. Теперь давайте ее включим и посмотрим, что она из себя представляет при запуске. Включаем разъемчик и подключаем в сеть. Блок питания у нас имеет индикатор такого вот синего цвета. Ну и камера сейчас войдет в режим самотестирования. Она думает секунд 10, что-то там соображает, и потом начинает тестироваться.
Вот таким образом это все дело происходит. Сейчас она будет говорить, что подключаюсь, потом будет говорить, что... Wireless is connecting. Please wait. Wireless connection succeeded. Так, она сказала, что сразу сказала, что подключаюсь к сети, и потом сказала, что подключение успешное. Значит, друзья, давайте теперь возьмем наш телефон и немножко пробегусь по приложению, чтобы вам немножко показать и рассказать, какие же здесь есть настройки. Вот, нажимаем приложение OCam. Подключаемся. Идет реклама, реклама нам не нужна. Ну и вот, собственно, наш интерфейс камеры. Нажимаем запуск. Так, давайте я, наверное, камеру немножко переверну сюда. Вот давайте вот так сделаем. Так, я спрячусь. Как тут лучше сделать? Или к стене ее перевернуть? Ну, давайте, пускай будет как-то вот так. Вот наши две камеры. Мои руки даже видны. Будем так смотреть. Так, ну и сразу что? Видите, у нас есть две камеры. То есть, когда мы повернем телефон, у нас появляется одна камера, одна вот здесь как бы висит в резерве. И таким образом мы можем переключаться с камеры на камеру. Мы нажимаем на экран, и у нас пропадают с экрана все эти значки и обозначения. Нажимаем еще раз, появляются. Переворачиваем телефон в вертикальное положение, мы видим сразу две камеры. Вот одной камерой мы можем, видите, управлять, нижней или верхней. Нет, никакой не можем управлять, потому как нам надо включить ПТЗ. И теперь у нас одной камерой верхней мы можем уже управлять отсюда. Вот. Также можем назначить круизы различные. Все, в принципе, как во всех камерах, которые работают с приложением IC. Так, давайте переходить в настроечки. Вот так вот предоставлен нам интерфейс настроек. Все досконально просто. Здесь у нас настройка идет уведомлений, то есть что-то можем выключить, можем получать уведомления не в качестве смс, а в качестве писем на электронную почту. Я думаю, здесь все понятно, то есть разберетесь с этим всем буквально сами и просто. Значит, здесь имя устройства двор я назвал, громкость устройства у меня по максам. Вот, настройки пароля я пока выключил. Поставить в списке устройств первым, это, то есть эту данную камеру можем поставить в списке устройств первой, при наличии у вас еще одной либо нескольких камер. Звуковой сигнал выключения включен, можно выключить, в принципе, это никакого значения не имеет. Сцепление камеры можем включить, давайте включим, и я покажу сразу, что это значит. Выходим с настроек. У нас две камеры. Вот видите, квадратик с кружочком показался у нас на камере. И уже пальцем на камере я могу показать какую-то точку. И на эту точку обратит внимание и наша подвижная камера. Вот сюда. Видите, подвижная камера уехала точно в эту точку, чтобы мы могли что-то там более-менее досконально рассмотреть. С этим, думаю... Ух ты, вышел, взял. С этим, думаю, понятно. Так, состояние устройства понятно. Настройки обнаружения. Так, настройки обнаружения. У меня стоит обнаружение человека. Также мы можем сделать обнаружение движения. Но когда мы установим обнаружение движения, соответственно, наша камера будет брать там всех мух, мотыльков, деревья, все буквально, что движется. Поэтому я поставил обнаружение человека. Гуманоидное обрамление, что это значит, я думаю, вы понимаете. То есть, когда камера обнаруживает человека, она берет его в красную рамку. Ну и третий пункт — слежение за обнаруженным человеком. Облачная видеозапись. Если у вас есть денежки, можете заплатить и хранить все файлы в облаке. Конечно, очень удобно, но очень дорого. Чувствительность детектора низкий, средний, высокий. Я всегда ставлю на средний, можно поставить на любой. Сигнальная мигающая лампа, что это обозначает? То есть после включения сигнальной мигающей лампочки камера автоматически начнет мигать при срабатывании обнаружения движения. Лампочка подразумевает собой не что иное, друзья, как все вот эти вот светодиоды. Они загорятся белым ярким светом, как прожектор. Нарисовать область
охраны, допустим, вот мы можем задать область на верхнюю камеру, то есть она будет эту область охранять, а нижнюю можем сделать вот эту область, допустим. Надеюсь, с этим понятно. Все, в принципе, как и, опять же, в приложении IC. Ну, а здесь хронология времени, то есть обнаружение в течение дня. Полностью постоянно будет обнаруживать 24 часа. Вот. Либо только в дневное время, либо только в ночное, либо мы можем вот последним пунктом указать временные диапазоны. У меня, допустим, одна из камер работает, это с 6 утра до 6 вечера. Она пишет только обнаружение движения, только аварийные файлы, а уже с 6 вечера до 6 утра она ведет постоянную запись. Думаю, здесь все понятно. Так, далее, что у нас по настройкам? Интеллектуальный сервис, то есть либо выбираем стандартный сервис, либо умное облачное хранилище. Ну, если выберем хранилище, нам надо будет платить, конечно же, денежки. Настройка SD-карты, вот у нас процентовка заполнения, режим записи мы можем здесь выставить 24, запись по расписанию, опять же, это тот же пункт, что мы с вами рассматривали. Либо форматировать карту памяти, думаю, тоже понятно. Здесь мы можем поделиться с каким-то из друзей, то есть, чтобы он смог подключиться и контролировать вместе с вами вот нашу, допустим, камеру. Ну и справочный центр, здесь никто никогда никуда не лазит, что тут спрашивать не знаю. Даже я сразу выключу, потому что оно лезет в интернет. Так, друзья, по данной камере я вам, в принципе, все показал и рассказал. Вот. Камера, на мой взгляд, очень хорошая. Сразу я хочу вам сказать, я буду говорить это и на образцах видеофайла, который мы с вами сейчас будем смотреть, ночную и дневную съемку. То есть я пока в этой камере заметил один единственный минус. Минус в том, что камера, когда следит за человеком, она не делает плавных движений, да, а она делает вот чик, 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 вот такие вот рывками работает. Вот это мне единственно не нравится. А так, в принципе, камера имеет полное право на жизнь. Да, друзья, и ссылочку на данную камеру я вам оставить не смогу, так как только я камеру получил, они просто пропали из продажи. Их почему-то быстро разобрали. Но вот действительно камера более-менее хорошая. Поэтому ссылку я вам оставлю на магазин, а вы уж там сами посмотрите, появится она в продаже, либо не появится. И если к моменту выпуска, допустим, видео она все-таки появится в продаже, то я, конечно, ссылку вам оставлю. Ну все, теперь смотрим образцы дневной и ночной съемки. Всем привет, народ! Вот у нас день, картинка днем. Очень даже крутая картинка, я бы сказал. Давайте сейчас попробуем увеличить. Что нам покажет увеличение? Вот как раз эта красная выделенная рамка на мне. Вот. Ну, лицо, видите, можно определить. Зная меня, зная человека, легко угадывается, кто это такой. Это еще не полностью я увеличил. То есть можно тянуть и тянуть и тянуть. Вот такое получается лицо, я думаю, можно узнать. То есть поэтому картинка просто супер. Но нашел я один минус, как для меня лично. Минус заключается в том, вот сейчас я пойду и смотрите, как будет за мной следить камера. Хоп, такой дерганными движениями она поворачивается. То есть нет плавного хода, а вот такими рывками. Вот для меня это как бы существенный минус. А так просто все шикарно и замечательно. Так, ну и давайте переключимся на вот эту камеру. Неподвижную. В принципе, картинка такая же, сугубо меняется освещенность у нас, то есть у нас облачность, солнышко то зайдет за тучку, то выйдет. Ну, а так, в принципе, видите сами, что работает камера отлично. Что одна, что вторая. Вот, подтормаживание интернета. Конечно, не без этого. Это виновата не камера, а сугубо наш очень-очень медленный интернет. Есть из интересных функций, это вот кнопочка, которая находится сверху слева. Можно включить тревогу. Итак, слушаем.
Сейчас включу звук на камере. Вот так это выглядит. Вот таких из добавленных приколов. Вот есть небольшие задержки, я машу рукой, то есть немножко это все дело не совпадает. Так, а на этой камере то же самое, немножко из задержки. Но опять же, это медленный интернет. Так, теперь давайте мы сделаем, смотрите, следующее. Я немножко себя увеличу. Ну, допустим, так. И посмотрим, как меняются разрешения. Вот сейчас у нас внизу слева сверхвысокое разрешение. Нажимаем кнопочку, делаем высокое. Вот, картинка немножко изменилась. И теперь делаем обычное. Видите, как все, как в тумане стало. И обратно сверхвысокое. То есть лучше, конечно, запись делать на сверхвысоком разрешении. Давайте посмотрим, как она среагирует еще на второго человека. Сейчас придет сынуля. И посмотрим, вот. Все, выделяет в две рамки. То есть два объекта она видит. И сигнализирует нам. Сейчас прибежит собачка. И мы посмотрим, как же камера справится с собакой. А камера на собаку никак, друзья, не реагирует. То есть работает вполне себе адекватно. Так, народ, ну вот такая картинка у нас ночью. Вот так выглядит одна камера, которая управляется, которая поворачивается, поворотная. Ну и вот такая картинка у нас на другой камере. Переключаемся на поворотку. Выхожу в зону видимости камеры. И камера, когда меня увидит, должна переключиться в цветной режим путем включения прожекторов. Пробуем, что получится. Вот мне уже пришел сигнал, что замечено движение. И вот такое переключение. Получается из черно-белой цветная картинка с обозначением силуэта человека. Давайте пройдем еще немножко вбок. Вот видите, опять эти вот дергания при повороте камеры, которые меня как бы не особо устраивают. Я очень люблю плавность движений камеры. В принципе, вот старые практически все камеры были с плавным движением. Это же какая-то дерганая. Вот, ну и в принципе как бы все. Больше тут особо показать вам нечего ночью. Давайте переключимся на вот стационарную камеру. Выглядит все это следующим образом. В принципе, картинки у нас получаются одинаковые. На этом будем закругляться с этим обзором. То есть в заключении, что могу сказать, что камера довольно достаточно хороша за свои деньги. Но вот единственный минус — это вот дергание. Все, народ, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Ты заходи, если что.